Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте. Глобальный сервер, 42-й день. Завтра у нас уже схватка в осаде начинается. Как раз после того, как континентальные испытания закончатся. И давайте мы их тоже закончим. Хотя, наверное, уже большинство и так закончили, но я делаю это в последний день. Неумышленно, так просто получилось. Инфернал у нас уже отбил, он свои команды показывал. Очень неплохо, ничего себе, 767. Второй Торесий, да. Не буду я показывать внутри команды его, потому что, скорее всего, у него есть отдельное видео на каждую команду, либо все вместе. 1,5 миллиарда. Очень-очень неплохо. Дуремчик у него, конечно, мощный, 5500. Так что смотрите, у него на канале видео все есть. Я думаю, что есть. Миллиард. Сецидис плюс 3. Неплохо, неплохо. Так, товарищ Влад на нашем сервере тоже очень хорошо отбил. Почти 1,5 миллиарда. Давайте его я пролистаю по-быстренькому. Ну, по горению, наверное, тут разницы особой нету, потому что тут уже выше головы не прыгнешь, мне кажется. Выше той схемы, которая существует. Торесия плюс 5 у него, успел ее сделать плюс 5 до конца континентальных, миллиард почти 100. Здесь у нас тоже особо ничего не поменяешь, то есть схема с Эльминстером и с Аурой, она, по-моему, уже является стандартом. Ну, имеется в виду для тех, у кого, конечно же, Эльминстер есть. С разъеданием у него получилось не очень, потому что шмыгли у него все-таки здесь, во-первых. Во-вторых, у Рука мне кажется, что немного ускорения все-таки не хватает. Критический урон очень высокий, но мне кажется, если немножечко добавить ускорения, то было бы получше. Рейта у него без пробуждений. Сакридея на разломе. И кот. Товарищ кот. Кстати, вот последний талант вроде бы лучше работает, если поставить самый нижний, третий. То есть там, где она щит получает. Тогда она живет, мне кажется, стабильнее. Хотя, может быть, кажется. Очень неплохой урон, 500 миллионов. У меня тоже Лильванис плюс 3, тоже волк. Но они у меня где-то 450 только набивают. Есть команды без, допустим, волка, да. Есть команды без Бернейт. Но если мы убираем Тиамат, то совсем все получается плохо. Все-таки здесь у нас и лечение, и повышение характеристик, и штраф атаки, что самое главное. Эстайон у нас с Маштуром. Я такую же команду использовал. Кстати, Влад мне как раз таки подсказал. За что тебе, Влад, спасибо. Если вдруг смотришь. С Маштуром у меня получился самый высокий урон здесь на Эстайон. Но единственное, что не выше, чем у него. То есть у меня где-то 420. Они набивали максимум 420. И, кстати, обращу внимание, сундук, он уже понял, что сундук нам нужен будет для команд на континентальное испытание. Поэтому он его уже прокачал по талантам. Поэтому на это обращайте внимание. И то же самое с Фурбатом. Здесь у нас команда через замедление. Золотой стандарт уже для замедления. А здесь у меня билдель плюс 3. И у меня здесь они набили 355 пока что максимум. Может быть, смогу больше. Я тут изменил схему снаряжения. То есть поменял некоторые моменты. Увидим это попозже. Так, Алексей у нас не топ-3. Имеется в виду, что у нас, скорее всего, Фес будет на 3-м месте. Но Фес у нас бьет в конце обычно. Здесь у него миллиард 145, ничего себе, Сецидис плюс 4. Ирита плюс 3. Серьезный урон. Сколько у него здесь? 376, ускорение 40. С бип-бипом у человека, Дарксайд, я про тебя. У человека с Сецидис тоже без пробуждений получается набить, по-моему, 950 или 920, что-то такое. При том, что я, допустим, без пробуждения Сецидис выдаю максимум 850 я выдавал. Так, 1 400 000. В общем, наш топ-3, скорее всего, он. Но Алексея тоже покажем. 420 миллионов. Здесь у нас пробуждений нету. Ну, такой, я бы сказал, слабенький результат. Я сегодня вам покажу. Я кота уже переделал тоже на очки здоровья.
И, кстати, тоже вот этот талант у меня есть на атаку на 18%. И у меня они набивают 520. Так, это у нас кто был? 469, отличный результат. Волк +1, живут лучше. Вот здесь вот он просел. 1 258 всего. Но, видимо, у него не получилось Дурему получше характер. Хотя нет, вроде бы неплохие. Точности может быть маловато. Скорее всего, точность сыграла свою роль. Надо было, наверное, пожертвовать чем-то, чтобы точность повыше сделать. Ну, по крайней мере, у меня на такой точности они гораздо меньше урона получалось. 767, но здесь Кульвида +2. Да, урон очень такой хороший. Давайте мы посмотрим. Вообще, он у нас топ-1 по неустрашимым и вообще на воронке. Поэтому здесь у него, наверное, все замечательно. По неустрашимым. Так, и разъедание. Разъедание у него рук +3, 420 миллионов. Без Сецидис получается заметно меньше. Я вчера пробовал, у меня рук +2. Получалось 500, по-моему, 50. Рук +2. 550. Ну, там третье пробуждение не влияет на урон, по-моему. Оно там на атаку, что ли? Я не помню. Точно? По-моему, на атаку. Нет, на критический, по-моему, шанс. И на критический урон. Так, ну ладно. Давайте уже начнем смотреть мои команды, как я отбивал. И для начала я покажу связь стихий. Такая вот связь стихий. Рано я полез сюда зачем-то. Тут всего 2%. Надо было брать вот их. Тут целых 8% атаки. То есть заметно был бы лучший результат у тех же неустрашимых, но куда-то я полез не туда. Что-то у меня глаза обезумели, когда увидел урон горения. И давайте посмотрим основные команды, которыми бьют боссов. И начнем мы с Ефера. Первый наш босс, его главная особенность в том, что он призывает двойника за спиной союзника с наивысшей атакой. Именно поэтому у нас у Линкаса здесь выкручивается, то есть собирается наивысшая атака. Причем учитывайте, что мификов на атаку у него на дополнительную нету. И учитывая, что у Тареси они есть, эта атака у нее не окончательная. И даже когда она вроде бы меньше, чем у Линкаса, все равно он может призывать за спиной именно Тареси двойников. Учитывайте это, и если он стабильно призывает их за спиной Тареси, это значит, что у вас у Линкаса меньше атаки. Поэтому повышайте ему атаку, либо уменьшайте Тареси. Также учитывайте, что босс накладывает штраф к атаке. Причем всем, да? И учитывая, что у нас здесь Эльминстер есть, который штраф к точности накладывает на босса, даже с маленьким количеством сопротивления Тареси иногда может сопротивляться штрафу к атаке. И в такие моменты, особенно если он призывает двойника, и на Линкаса прошел штраф атаки, а на нее нет, он может призывать именно за спиной Тареси. Поэтому, чтобы более стабильно играла команда, я именно Линкасу дал сопротивление дополнительно. Так как у него все-таки сет кукольника, да, ему проще собрать это сопротивление. Ой, и он этого штрафа атаки почти никогда не получит. Итак, что по команде? Линкас, как я уже сказал, максимально в атаку. Какое-то количество сопротивления, оно не обязательно, но я его собрал для стабильности. И очень много желательно ему очков здоровья и защиты. Но очков здоровья должно быть больше всего у Тареси. Тареси у нас критический урон, шанс крит удар. Все как обычно, ничего особенного, только следите за атакой. Также учитывайте, что базовое свойство Линкаса, да, предполагает пассивный навык и абсолютный навык. Предполагает, что у Тареси будет как минимум вторая атака в команде по величине. Чтобы он давал именно ей баф. Баф и заливал энергией. Иначе урон сильно снизится. Если вы до сих пор не знаете, как работает Линкас, да, ну почитайте, пожалуйста. Мы бы могли сделать ей максимальную атаку в команде, но с учетом специфики босса, именно в этом случае максимальную атаку ей делать нельзя. Ей нужно делать вторую атаку в команде. Ну и если у вас нагрудник, например, есть хороший на атаку, но есть чуть похуже, но с очками здоровья, можете спокойно ставить тот, который с очками здоровья, будет даже лучше. Но главное, чтобы атака была у нее в команде второй. Дианта у нас, как обычно, на разломе. Здесь мифик на атаку, на крит удары, на урон и на раздачу атаки. Ну, чуть-чуть она все-таки Тареси урона добавит. Плюс ко всему вот этот мифик, да. В остальном обычная Дианта. Эльминстер у нас здесь в этом сете, поэтому я и говорю, что очки здоровья у Тареси должны быть максимальные. Чтобы он ей очков здоровья больше сделал. Точности ему нужно так, чтобы он стабильно накладывал штраф атаки. Штраф точности не обязательный, да, но штраф атаки обязательно, потому что на последних минутах босс очень больно бьет. И если Эльминстер будет пропускать хотя бы 2 вот таких вот штрафа, то, скорее всего, вы умрете. Ускорение
Эльминстеру, 60-62 вроде бы самое стабильное. Я проверял, делал ему 70, делал ему там 65, получалось, по-моему, похуже. Просвещенность ему на остаток как можно больше, потому что Линкос часто умирает. И анализис обычная с сетом из фей, излученной фей и рогом. Можно вообще поставить, в принципе, анализис на разлом. Чуть-чуть точности добавить разлом, потому что она все-таки 2 удара бьет по всей площади. А тогда Дианту можно поставить с ребрами, которые на сопротивление. И она 15% будет компенсировать вот с этого рога, да, то есть тоже будет давать увеличение урона. Я поставил вот так вот. Питомца с момента первой недели я тут второго прокачал, у него вот такой вот талант на атаку, у нас здесь еферы умирают, поэтому вот этот бонус команда получает. Плюс ко всему у него бонус на очки здоровья и, соответственно, второй параметр у него не защита, но очки здоровья. Урон у нас повысился, но при этом живучесть чуть ухудшилась, так как защита все-таки она, лучше команде живучести создает. И чуть не забыл, потому что хотел дойти до таймингов, потом показать, обратим внимание, что анализис 63 ускорения. Ей нужно 60, по-моему, плюс ускорения для того, чтобы мы могли не пропускать цикл и начать прямо с первого. Потому что иначе она сначала пропадет, да, с поля боя, потом появится, и она просто к циклу наших союзников не успеет набрать энергию. Поэтому мы даем ей много ускорения и, соответственно, ставим вот этот вот талант на набор энергии. И тогда она успевает. Тайминги у меня здесь вот такие вот. Вы можете спросить, а почему 19 секунд, не 18? И тем более, что у Эльминстера тоже. А я вам скажу, что... Кстати, можно вот так вот сделать. А я вам скажу, что они не успевают, так как у нас здесь насмешка от босса проходит, и они не успевают использовать это через 18 секунд. На 18 секунде, соответственно, у нас сбивается наша ротация. Ротация у нас такая, что они стартуют все вместе, кроме анализис. Анализис сразу после них. И урон, соответственно, у нас очень разный бывает, потому что разлом проходит не по всем. То есть он может пройти по одному, по двум, по трем, то есть по-разному проходит разлом. Плюс ко всему они то появляются, то исчезают, хотя и в этот момент чаще всего они у нас есть, но все равно. В общем, бой проходит по-разному, выкручиваете бои, делаете отметки на первых 2 минутах, чтобы весь бой вам не пришлось ждать, для того, чтобы понять, что бой плохой. Делайте отметки на первых минутах, чтобы понимать, что у вас высокий урон. Один из самых высоких уронов, который вы, допустим, достигали. И тогда уже самые удачные бои докручивайте дальше до конца. Смотрите до конца. У меня максимальный урон здесь получался пока что 522 миллиона. И у меня здесь такая отметка, что на где-то минуте 50, когда остается, у меня здесь должно быть уже 400-410 миллионов. Как видим, у меня сейчас бой неудачный. Эту команду, если у вас нет Эльминстера, да, он есть не так уж у большого количества игроков, можно поставить через сопротивление, например, там через какую-нибудь Глэдис, Гиллиан я имел в виду. Я этот вариант в первую неделю показывал, он там у меня набивал на 80 миллионов меньше, чем команда с Эльминстером, так как приходилось много характеристик тратить на то, чтобы собрать достаточное количество сопротивления. Но тогда у меня команда была плохо одета, и тайминги были не самые лучшие, плюс кота у меня такого тоже не было. Плюс ко всему, с тех пор у меня связь стихий тоже подросла. Имейте это в виду. Но сам образец, да, как ее мы настраиваем, то есть можно посмотреть в коде первой недели. Он старый, но полезный, мне кажется, еще до сих пор. Также в первую неделю я выкладывал, по-моему, код с сбором, с командой сбора. И, по-моему, она была через Гиллиан, то ли через Ардред, я уже, честно, не помню. По-моему, через Гиллиан, через сопротивление. Тоже можете посмотреть вариант этот в первую неделю. Если у вас, например, ауры нету, либо она занята на какой-то другой, на каком-то другом боссе. Также у нас в телеграм-группе есть вот эти вот коды, я их в прошлый раз еще выложил. Это поделился Фелван, он, с учетом того, что аура у него на Эвире справляется лучше всего, более 2 миллиардов бьет, он поэтому Ефера бил горением через Эльминстера и Гиллиан. Я думаю, что можно через одну Гиллиан, через сопротивление как-то справиться. Хотя с учетом того, что нужно собирать еще много точности, может быть тогда поставить вместо Эльминстера, если у вас его нету, кого-то еще. Это уже выберите из тех, кто у вас есть в наличии. В остальных же случаях горение, конечно же, лучше всего справляется на Эвире. И по такому же принципу можно собрать команду какую-то, если у вас совсем все плохо с наличием героев, да, можете собрать другую команду. Главное, учитывайте особенность, специфику босса, и, соответственно, вашей команды. Второй босс это Истайон. Довольно-таки мерзкий босс, как, в принципе, и Фурбат, как, в принципе, и Ефер. Основная моя команда на этого босса — это команда с Маштуром.
Здесь у меня получился самый высокий результат. Сразу покажу тайминги. Тайминги у нас здесь присутствуют. Но, как видим, они только для старта. Дальше у нас идет все хаотично. Потому что зависит от разных случайностей. Как пройдет глубинный дар, вот эти его замедления, то есть снижение энергии, как сундук там навешает, и все вот это вот. И плюс ко всему, сам босс у нас тоже рандомный. Поэтому переигрываем бои. У меня пока что получалось что-то вроде 420 миллионов на этом боссе вот этой командой. Глубинный дар — это основа, потому что без него здесь ничего не будет. Так как он очень хорошо снижает энергию босса. Поэтому, плюс ко всему, он еще и неплохо разлом. Я здесь ему дал ракушку. У меня такой вариант с ракушкой получился с наивысшим уроном. Ускорение навыков ему можно сделать как можно больше. Сопротивление желательно, ну и, соответственно, точность. С живучестью здесь особо проблем вообще нету. Команда очень сильная в плане живучести, тем более, что замедление проходит очень много, и босс просто ничего не успевает делать. Маш-тур здесь вот такой. Его главная задача — это бафы и, ну, понятно, что замедление тоже. И щиты. Щиты для нашей главной ДДшницы, нашей куклы. Кукла должна иметь, естественно, наивысшее количество атаки. Поэтому не стесняемся, даем ей атаки как можно больше. Одеваем ее как обычно. Никакой специфики здесь особенности нету. Кульвида у нас урона не наносит, да, поэтому мы ее одеваем полностью во вспомогательную функцию. В том числе мы не стесняемся и можем ей дать побольше сопротивления. Настенка тоже у нас может немножечко побаловаться сопротивлением, хотя, в принципе, это не особо у нас актуально. Она у нас здесь вспомогательный урон наносит. Видим, что у нее, кстати, атаки довольно-таки много, 3600. А здесь у нас сколько там было? 3500. Ну с учетом того, что у меня 1700. В любом случае проверяйте здесь, да, потому что бывают некоторые единички, но 5312, 5281. Все замечательно. Пока у вас кукла не там плюс 5, да, то смысла Настенку одевать в полностью вспомогательную функцию нету никакого. Потому что она очень неплохой урон добавляет в команду. Особенно с артефактом. Так что здесь она полностью на урон, никаких раздач атак и всего вот этого вот. У меня такой вариант получился больше всего. А Кульвида им, соответственно, немножечко атаки раздаст. Сундук я немножечко свой прокачал. Я добавил ему, во-первых, атаку. Видим, что 800 у него уже. И плюс ко всему я добавил ему 5-й талант на урон, вот этот вот. Я так понимаю, что сундук нам еще не один раз пригодится, с ускорением причем, да. И потом я еще 6-й талант на урон ему тоже добавлю. В остальном все, расстановка вот такая. Бой происходит абсолютно по-разному. Поэтому не стесняйтесь, перекручивайте бои и выискивайте тот самый лучший бой, который у вас будет. Ну, видим, что щиты на Живеньев, на Гуина Вивер, на ножницах, на кукле. И видим, что урон, да, у них практически схожий. Хотя же кукла наша, она со вторым пробуждением, с артефактом. Но Настенка еще пока что, да, есть у нее порох в ее старых ягодицах и ягоды. Поэтому она еще могет. Если у вас нету маш-тура, можно ставить репикаса. Я этот вариант в первую, по-моему, неделю еще показывал. Тоже неплохо справляется. Урона, конечно же, будет меньше. Единственное, что у меня вот всех тех настроек, которые я делал новых вот здесь вот, с маш-туром у меня здесь нету. Но разница получается у меня, по крайней мере, довольно-таки высокая. Если вот так же досконально, дотошно сделать, как здесь я это сделал, то, может быть, эта разница будет уже не такая большая. Но без глубинного дара я здесь вообще вариантов не вижу, потому что он очень большое замедление делает для противника, и без него будет тяжко. Также для Истайон у нас подходят те команды ледяного взрыва, которые вы используете, потому что у нас там есть Виньяра. Виньяра, допустим, Элвис, либо кто-то еще. В том числе одна Виньяра с сундуком тоже справляются. У меня вот такой вот вариант, правда, на третьего босса, на Фрубата, но он применим и здесь. Здесь только Виньяра и сундук. И видим, 355 они у меня набивают. У меня билдель плюс 3. Еще есть команда дикости. Причем чорок без артефакта, 303 миллиона, вполне себе неплохо. Но видим, да, что здесь есть эксклюзивка, здесь есть флора с артефактом. Но все равно очень неплохой урон. Имейте это в виду. Код команды я оставлю в описании, он также есть в телеграм-группе. Ну а с пробуждением и артефактом у чорок здесь получается побольше, но все равно еще мало. Также Фелван у нас здесь команду сбора на Истайон собирал. Я так понимаю, это команда через сопротивление. 282, вполне себе неплохой урон. Расстановку он здесь показывал. И код команды я тоже оставлю в описании, пускай будет.
Еще есть вот такой вот интересный вариант. От безысходности Лиза выложила нам вот такой вот вариант с далком. Ну, набила неплохо, но единственное, что здесь у нас кукла плюс 5, да, ну понятно, что 330 довольно-таки мало. Но когда выбора нету, то делаем, что можем. Вполне, я думаю, что возможно, что эта команда без пробуждений 200 миллионов точно набьет. Так что имейте в виду, что есть вот такой вот еще вариант. Расстановка у нее была вот такая вот. Босс Фрубат, третий босс Фрубат. Тоже мерзкий босс. Оглушение, запрет лечения, штраф, по-моему, к защите, к атаке. По-моему, да? Да. То есть все как полагается. Тут all inclusive. Ой, здесь я бил точнее буду бить командой Ледяного Взрыва. Она у меня такая, тюнингованная, я бы так сказал. Потому что основа, взятая для этой команды, она выглядела иначе. Как мы видим, здесь Виньяра справляется без часов. Для того, чтобы увеличить еще больше урон, я поставил ей рога. Таймингов, естественно, тут нету, потому что здесь у нас хаос творится. Танкует у нас Билдель. Что еще я здесь изменил? У меня здесь, нету никакого таланта на лечение. Это я их поставил, потому что проверял другую сборку. На Эстайон. Поэтому мы здесь убираем все таланты на лечение. За счет того, что у меня здесь Виньяра плюс 5, у нее здесь ускорение навыков я собрал довольно-таки много, да, плюс 100. С учетом пробуждений, с учетом снаряжения, она справляется без часов. И это мне позволяет сделать урон еще выше. Так вот одета Виньяра. То есть, как вы поняли, как можно больше ускорения ей дайте. Сундук тот же самый. Зорек у нас здесь вот такой. Побольше атаки, но не больше, чем у Билдель. И раздача атаки. Естественно, он у нас, кстати, кукольника. Билдель максимально все в урон. Атаки максимальную в команде. Фредгунда у нас, понятно, да, одета как обычно. Одеваем, кто не знает, шанс крит удар и крит урон. На остаток там можно атаки добавить. Здесь она полностью в урон. Раздавать ей, собственно, здесь нечего. Потому что она никак до Билдель не достанет. Поэтому на раздаче у нас здесь шина. И у нее здесь еще одна раздача. Атаки можно и побольше, в ущерб другим характеристикам. Ну, а в остальном, да, крит урон и точность не забываем. Расстановка такая вот. И они живут. Максимальный урон у меня 355 миллионов, как я уже показал, был. Во время боя происходит хаос, да, в зависимости от того, как пройдет сбитие, когда пройдет сбитие, там все эти оледенения, замедления, все вот это вот, да, хаотично срабатывает, ротация у нас меняется, и самый лучший вариант у меня был на 355 миллионов. Живут они не то чтобы очень хорошо, с учетом того, что лечения у нас тут нету никакого, но живут вполне себе неплохо. Учитывая то, что босс все-таки жесткий, и здесь нету лечения, живут они очень даже неплохо. Вот сейчас Виньяра не успела, пропустила, и это тоже может сказаться на результате. В общем, перекручивайте бои, если у вас совсем все плохо с живучестью, да, добавляйте таланты на лечение, либо добавляйте Виньяре часы, то есть возвращайте это все к стандартной вот этой схеме. Но у меня вот это вот получилось лучше всего. Также я забыл показать, нет, не забыл показать. Это как раз таки на Фрубата вариант с Филосией. Тайминги здесь вот такие вот, то есть здесь есть тайминги. И здесь команда частично в сопротивление одета. То есть по одной руне здесь всем выдадно. Кроме, допустим, Зорека. Зорека почему? Потому что на самом деле она стояла вот здесь вот. Она раздает сопротивление. 430, раздача. И сюда она не достанет, поэтому Зорека мы полностью собираем в сопротивление. Можно побольше, да? И видим, что Фредгунда с запасом, чтобы точно она никуда не делась. И, соответственно, шина. Билдель тоже, и без оленя они тут не выживут. Олень у меня какой есть, то есть был бы с атакой, я поставил бы с атакой, но у меня оленя нормального с атакой нету. Поэтому у меня вот здесь вот такой вот олень. И здесь основная проблема, это проблема с живучестью. Потому что, он бьет довольно-таки ощутимо. Плюс ко всему штрафы вот эти накладывает. То есть мы сопротивляемся оглушению, да, за счет невосприимчивости. Но никто никуда не делал вот эти вот все штрафы. В том числе запрет лечения, да, штраф к защите и удар у него в конце боя довольно-таки сильный. Этой командой у нас поделился снова Феллон. У него здесь вот такой вот результат получился Билделью плюс 5 максимальный. 640 миллионов, видим, все выжили. Связь стихии у него вот такая. Как он сказал, без дефа они живут. Вот так вот. Вот так вот.
Есть вариант, который я показывал еще в первую неделю, да, с неустрашимыми. Код я оставлю, я его показывал в прошлом видео, не буду повторяться. Это у нас неустрашимый, он, кстати, довольно-таки старенький вариант, и там, я думаю, что есть уже какие-то улучшения, которые я не делал. Ну, имейте в виду, что такой вариант есть. Это у нас через Гришнара и, по-моему, сопротивление. Еще вариант у нас есть через Стегнума, он более стабильный, потому что Стегнум имеет 2 секунды дополнительные своей невосприимчивости к оглушению. И вариант с Волком, да, то есть здесь у нас еще и иммунитет к ослаблениям. Без этого иммунитета, конечно же, они у меня не жили. То есть здесь у меня только с Волком получалось, хороший результат получался. 330 миллионов, но обращу внимание, это у нас еще была кукла без пробуждений совсем. Тот же вариант, который я показывал, да, он подходит для 2 до 3 босса, то есть 200 они могут набить, с натяжкой, но могут набить. Основной вариант показывал, вариант через Филосию, который я уже показывал, это, кстати, старый сырой вариант первый. И, в принципе, здесь вроде бы все. 4-й багованный босс Ивира, который нас не бьет, которого мы можем бить как хотим, кем хотим. И в основном мы бьем его горением. Этот вариант у меня уже на 3-й неделе набивает чуть побольше, чем на первых 2. Там у меня было максимум 1 200 000 000 с копейками. Сейчас у меня уже почти 1 400 000 000. Ну, здесь, когда мы все правильно настроили, все стабильно у нас работает, все как должно работает, все накладывается. Здесь у нас уже лимит наш по урону упирается в характеристики Дурема. И видим, что у меня крит урона довольно-таки много, но при этом атаки у меня довольно-таки мало. Точности 128, если меньше, то стабильность и количество накладываемых эффектов воспламенения у меня снижается. Пайкстон у нас максимально в просвещенность, точности как можно больше. В остальном обычный Пайкстон. Бикс у нас здесь на разломе. Точности, опять же, да, ускорение побольше. Карф с максимальной атакой, но меньше, чем у Дурема. Потому что Ивира, я напомню, что кидается на тех, то есть багована она только в том случае, если у нас союзник с наивысшей атакой в команде будет заперт в углу. Тогда она клинит ее, и она не использует свои навыки вообще. Зрак с максимально скорость атаки, максимально точность, прям максимально, вместе со скоростью атаки. Здесь у меня вот такие вот руны получились. И он еще дополнительно накидывает разломы, причем очень уверенно. У меня один бой, допустим, весь бой поддерживался этот разлом, весь бой. С помощью ракушки. Но он поддерживает его только на 2 целях. Код у меня вот такой. Как я уже сказал, да, 1 380 000 это было максимум, что они осилили. Порядок у нас вот такой вот ротация, да. То есть Пайкстон у нас в конце. И тайминги у нас выдерживаются благодаря некоторому ускорению. И плюс ко всему наличию заливки именно у того, кто ходит первым с ускорением. Это у нас, насколько я помню, Бикс. Он стартует очень рано, соответственно, заливает остальных. И даже если у них меньше время здесь, 11.9, да, но он стартует тоже в 11.2. За счет заливки от Бикса, который с помощью ускорения стартует на 11.2. И таким образом мы поддерживаем нашу ротацию. Вариант с Волком, если у вас нету Пайкстона, да, с Волком. Если у вас нету этого Волка, я показывал этот вариант. Все то же самое, что и с этой командой, только здесь у нас Волк. Если у вас нету Волка, ставим, пожалуйста, вот этого, Персиваля. Единственное, что Персиваль, он так как дает баф на 20%, он должен ходить до Дурема и, по-моему, до Дурема, да. Ну и до Карфа тоже. То есть, скорее всего, он должен ходить первым. Он дает баф, а потом уже начинается все остальное. Скорее всего, он должен ходить вместе с Биксом. В остальном вы можете бить его кем, вот этого босса, я уже сказал, кем угодно. Это может быть и яд, это может быть и удар молнии, это может быть мороз, заморозка. Это может быть аура, это может быть сбор, это может быть в конце концов призыв, тень, кто угодно. Только соблюдайте вот эту схему, да, с запиранием максимальной атаки в углу. То есть здесь нужно, чтобы было больше дальников именно. Максимум 2 ближника. Остальные вот эти 3 дальники. Иначе мы не сможем запереть его. И все, бейте кем хотите. То есть 200 вы здесь набьете кем угодно вообще. Фелисити. Босс Фелисити следующий у нас по очереди. И здесь у нас главенствует команда разъедания. Моя версия команды выглядит вот так.
Расстановка такая, я сказал глупость, когда говорил про шмыгли, что если у вас шмыгли, то нужно и вручную что-то здесь ультовать за спину боссов, чтобы она здесь не попадала под раздачу. Нет, просто ставим вот так вот нашего танка, и никаких проблем, то есть шмыгли здесь вот тусуется, бегает и не попадает под удар, потому что он проходит вот по этой площади. То есть я вам сказал глупость, простите. Здесь у нас танкует Рейта, у нее здесь много сопротивления, насколько я понял, талант вот этот вот, он получше обеспечивает ей выживание. То есть она щит получает, и лечение все равно она накладывает мало, так как мы ее здесь одеваем максимум в жир, в очки здоровья, то есть вот этим вот занимаемся. Тем более точность собираем, сопротивление, и лечение от нее очень маленькое, соответственно, этот талант ей получше. Она здесь живет без пробуждений, можете просто добавить ей какие-нибудь мифики на выживание, это вот наверха там мифик на лечение, либо здесь на низ поставьте не вот этот на урон, а тот, который увеличивает защиту и снижает урон. Тогда она будет жить получше. И Агоку можете дать посох, тогда она будет жить еще стабильнее. Ну или если у вас нету, допустим, артефакт. Если у вас Агок не плюс 5, можно добавить точности, все-таки он накладывает штраф к атаке, да, помогает нашей Рейте, поэтому вот так вот. В остальном Агок такой же, как и был. Сакридея полувспомогательная функция, но атака у нее тоже большая, крит урон, крит шанс, все как полагается. Точность у меня здесь на грани. Цицидис вот такая вот у меня. Одета как обычно. Максимальная атака, крит урон, крит шанс. И руку я добавил вот столько ускорения. Не потому, что прям 50 ему нужно, там, по-моему, хватает около 30. Я точно не скажу, обращайте внимание в самом бою. По-моему, около 30, либо чуть выше, чтобы он дополнительный удар успевал совершать. Просто у меня эта схема снаряжения с воронки, она у меня имеет, наилучшее соотношение, так сказать, цены-качества. Если у вас нету рейты, в том числе здесь справляется Фурбат. Я вчера проверял ради интереса, причем, обратите внимание, руку у меня вообще плюс 2. 547 миллионов набил. Причем, правда здесь Цицидис, с Шмыгли будет, конечно, поменьше. Фурбат. До конца боя они дожили, единственное, что в конце один раз, по-моему, рук не успел ударить. То есть было бы еще больше. Фурбат у меня был вот такой вот. То есть защита тоже, сопротивление. Точность, кстати, ему не обязательно, учитывая, что у нас есть в команде Агок. То есть Агок будет накладывать штраф к атаке. И ему я дал посох. И максимальное ускорение, как видим, там просвещенность, вот это вот атаки, чтобы лечение было максимально. Код команды я не оставлял, потому что у нас все остается то же самое, мы просто ставим Фурбата. Причем, обращу внимание, у него даже артефакт на урон. Ну и на лечение, понятно, но в первую очередь на урон. И все равно он выживает. По поводу этой команды, так, кота я не показал. Так, тайминги, по-моему, я тоже не показал. Тайминги у меня вот такие. Обратите внимание, что Рейта стартует очень рано. У нее вроде бы ускорение не позволяет стартовать так рано. Рук у нас в своем, так сказать, в свободном плавании. Сакридея тоже 11,1. Хотя у нее здесь 11,9. Почему это все происходит, да? Все по той же причине. Рейта у нас на заливке, и поэтому она заливает себя и тут же Сакридею. И они стартуют рано. Как Рейта успевает в 11,1? За счет таланта. В остальном эту команду, точнее этого босса, можно бить, кем угодно. Только единственное, что для команд с массовым уроном, да, здесь мало целей. То есть здесь их всего 2. Но все равно это не отменяет тот факт, что мы можем бить их кем угодно. Если у вас нет разъедания, ставьте кого угодно, кто имеет хорошего танка, да, который сможет выдержать вот этот удар с таким же принципом. Можно на крайний случай, если у вас ДД-дальники, то здесь поставить уже 2 героев поддержки, да, чтобы разделить этот урон между ними 2. Если у вас есть проблемы с выживаемостью, не забывайте про наличие этих оленей, да, которые могут тоже перебить вам живучесть в плане, что повысить. Пробуйте, экспериментируйте, если вам бить нету команды у вас разъедания, нету команды ледяного взрыва, либо она занята где-то еще. Здесь у нас команда ледяного взрыва справляется тоже неплохо, с помощью Эуриона, да, который один выживает без какого-либо лечения, то есть сам по себе. Эту команду я тоже показывал. И последний босс, босс Орфена. Довольно-таки мерзкий босс в том плане, что очень высокий урон. Очень высокий урон, расставлены они вот так вот, то есть для того, чтобы выманить Перкунта сюда, чтобы попадать вот такими вот ударами по такой площади, да. Чтобы его выманить сюда, нам нужно иметь максимум одного ближника. Хотя нет, подождите, я, наверное, глупость сказал. То есть я имею в виду, что надо, чтобы у нас дальник танковал, а ближники стояли где-то еще вот здесь вот. Тогда у нас будет Перкунта сюда выбегать, видим, да, и подставляться под удар.
Но в основном нам это не нужно, потому что команда, которую здесь используется лучше всего, это у нас команда, вот такая вот команда призыва. Она у меня набивает 450 миллионов. Тайминги у меня здесь вот такие. За счет того, что босс здесь накладывает очень много всякой гадости, которая увеличивает урон по нам и мешает нам вообще в принципе, да, жить хорошо и замечательно и комфортно. У нас здесь волк. И волк у нас накладывает невосприимчивость к ослаблению. Он у нас с посохом, максимально просвещенности и ускорения. Он в свободном плавании, поэтому без волка тут тяжеловато. Но еще тяжеловатее здесь без Тиамат, потому что у нее здесь штраф к атаке, без которого здесь выжить весь бой, ну можно сказать, нереально. У нее здесь штраф атаки, плюс ко всему она увеличивает наши характеристики, плюс ко всему она лечит наших героев призыва и накладывает разлом по 3 целям, причем по всей карте, да, это важно. Лильванис у нас здесь вот такая, одета как обычно, все максимально в урон. Расстановку тоже обращайте внимание. Бернейт у нас максимально в защиту. Ну, в общем, вот такие вот характеристики, вы их видите. И Синтреля. Синтреля тоже почти обычная, на раздаче. Код тот же самый. Команда у меня не изменилась. То есть, как бил я на прошлой неделе, на позапрошлой, все то же самое. Из-за того, что боссы вот эти вот накладывают гадости, здесь иммунитет прям желательный. То есть, тут и электрошок, тут у нас штраф к скорости перезарядки, штраф к шансу критического удара. По-моему, она еще что-то накладывает. А, нет, только электрошок. И в том числе Тиамат не дает использовать вот это. Поэтому, ну, Тиамат здесь, да, мало заменима. Без нее здесь все становится плохо. Команда часто умирает, но перебирайте бои. Эта команда у меня набивает максимум 450 миллионов. Бой показывать не буду, тут ничего такого. То есть носятся по всей карте и бьют, иногда умирают, иногда нет. Альтернативы, они здесь такие, грустные, я бы сказал. Есть у нас альтернатива, которую я показывал с Торином. То есть у нас нету волка, но есть Торин, да? Мы его ставим на Лильванис, чтобы она у нас выживала максимально. Остальные у нас здесь по-другому одеты, то есть здесь у нас часы, чтобы он чаще лечил, чаще давал щиты вот эти вот, чаще увеличивал урон. Без часов, по-моему, он здесь плохо справляется, хотя вроде бы с посохом тоже более-менее, насколько я помню. Команда набивает заметно меньше, но тоже пойдет, если у вас другого варианта нету. Ой, если вам нужно набить только 200 миллионов, я еще здесь какую-то команду ставил. Если у вас нету вдруг Эрзеласа, нету Тиамат, да, то можно попробовать вот этой командой. Она не живет, сразу скажу, она не живет. Но 200 миллионов набивать успевает. Здесь у нас Азитариан. Чтобы Репикасу выманить под удар Перкунта, да, мы ставим их вот так вот. Они вот выбегают, и Репикас сможет всех замедлять, всем накидывать разлом. Изитариан у нас здесь чисто для того, чтобы баф давать. У меня здесь талантов нету, да. Его можно одеть больше в защиту, хотя, мне кажется, на общий урон это не повлияет. Они все равно все умрут, так как урон у нас здесь очень высокий. Никакого сопротивления этим ослаблениям нету, только Торин, который лечит. В общем, если нужно набить 200 миллионов, этого достаточно. Причем я пробуждение снимал, да, они все равно успевают. Хоть и со скрипом, но успевают. Он здесь вот в таком вот наборе снаряжения. Опять же, можно использовать, попробовать, например, вместо Изитариана какого-нибудь Гладроса, которого я говорил. Но будет ли урон в итоге выше? Не знаю, сомневаюсь, что это сильно поможет им выжить. Ну, настолько долго, чтобы урон увеличился. Если уж совсем у вас все плохо, да, вспоминайте про оленя. Также Орфен еще бьют у нас вроде бы неустрашимыми, но как бы если у вас такой вариант будет наилучшим, да, то смотрите команды также у нас в Телеграме, по-моему, кто-то что-то выкладывал именно по Орфенам, именно по неустрашимым. Я уже честно не помню, но вроде бы что-то было. Также, кстати, у нас здесь... это я и выкладывал. Это у нас... я выкладывал, но бил другой человек. Обращу внимание, 433 миллиона набил, пробуждений нету, здесь Натаниэль Гришнар, и бил он Фелисити. Тоже такой вариант присутствует. В общем, смотрите, ищите, несколько вариантов я вам показал, думаю, что хватит. И итоговый урон у меня получился чуть меньше 4. Не совсем красивая цифра, но что поделать. У меня уже не было желания и автобоев на то, чтобы... Вот этот бой, я думаю, что можно было здесь сделать, может быть, даже под 900. Так как у меня здесь команда...
не со 100% крит-шансом, не со 100% крит-шансом и не со 100% крит-шансом. Кажется, что здесь 89 плюс 10 99, да, но все равно она промахивается, и это может и влиять на бой. Плюс ко всему, на результат я имею в виду, плюс ко всему ракушка все-таки, да, не всегда там срабатывает. В общем, можно было позаниматься этой ерундой, но не стал. В остальном, те цифры, которые я вам показывал, да, они в принципе так и получились. Уже выше я их поднять не смог. Единственное, что здесь я команду чуть изменил. Здесь я заметил, что 50 ускорений у Рука все-таки много. Я ему не смог добавить больше критического урона, то есть там было даже больше до этого. Но при этом я ему дал вот эту вот вещь. И, соответственно, Сакредея все-таки чуть-чуть больше, но наносила урона. Плюс ко всему, учитывая, что у него здесь ускорение уменьшилось, стало 43, я заметил, что на то, чтобы урон, последний удар, просчитался нормально, ему нужно несколько секунд. Там в районе, по-моему, 3-4 секунд, чтобы весь урон прям прошел с последнего удара. И для того, чтобы получить эти несколько секунд, я поставил вот такие вот тайминги. Я немножечко дал ускорение Сакредеи, поэтому у нее крит-шанс стал поменьше. И немножечко дал ускорение Сецидис, тоже у нее из-за этого крит-шанс стал поменьше. Поставил вот такие тайминги, потому что у нас здесь показываются округленные числа. То есть здесь по факту может быть разное число у каждого в конце. И поэтому, если мы ставим просто семерку, да, то может быть у нее, допустим, 7 там... Ой, 7,6, 76 я имею в виду, а здесь 7, допустим, и 2. И, соответственно, она ходит быстрее, она может выдержать эти тайминги, а она не может. И в итоге они у нас съезжают. Постоянно каждый цикл съезжают. И в итоге ротация нарушается. Я поставил 75, и они вполне себе неплохо держались. И, кстати, с такими таймингами и с такими ускорениями, здесь у меня рук стал поменьше, ну, то есть похуже, у него ускорение, да, стало. Здесь уже пропускать ничего не пришлось. То есть просто мы запускаем бой и все. Никакого рука пропускать рейте не надо. Ну и, собственно, все. Это все изменения. Итак, континентальное испытание подошло к концу. На этом у меня все. Надеюсь, ролик хоть чем-то был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.